Zombie Apocalypse. Hello everyone guys, this is Not Okay Gaming here. Welcome to another music reaction video, and today we got new release from our one of the most favorite and badass bands, Ginger. Right? Guys, every YouTuber in the world who did, does, or will be doing a music reaction videos knows about Ginger, right? Because of Pisces. And when you first listening to Pisces, you like this wow effect, like mind-blowing effect, like you open your mouth like that, like, and your chin lay down to the table or maybe lower. I personally could do a Pisces, but it will be no wow effect because I heard it before. Okay, I can do it, but maybe later. Okay, and since then, every new single release of this band, we are expecting some effect like this, like wow, like mind-blowing, and almost never they disappointed us. Some songs are mind-blowing, some songs like maybe they, don't get me wrong, they are very good, but maybe less like wow effect like Pisces or others. So we are now in June 2021, and let's see what Vortex will bring us, right? And of course, leave English comments below. Subscribe to the channel if you want, excuse me. Twitch, Instagram too. Stay in for reaction. And let's do a quick Russian part, and let's start the reaction. Итак, всем привет. С вами это Неок. Сегодня у нас очередная музыкальная реакция. Новый релиз Ginger. У нас сегодня Vortex. Опять же, как я и сказал на английском, каждый ютубер, который делает музыкальные реакции, да, он знает Ginger, он знает, что это такое, и он всегда ожидает прям эффект вау, прям разрыв шаблона, разрыв мозга, как это было с Pisces, правильно? То есть, я же говорю, я, как повторюсь уже на русском, сам могу сделать, ну, реакцию на Pisces, но это уже такого эффекта не произведет, потому что я уже слышал сам трек до того, как делать реакцию. Это именно надо делать, когда ты первый раз слушаешь, да, вот на них. Тогда это эффект, конечно, конфета. А когда ты уже слышал, ну, чисто уже можешь как бы разбирать с точки зрения какого-то вот вокальных каких-то там особенностей, да, каких-то деталей мелких, да. Но мы этого делать не будем, скорее всего. В принципе, если народ захочет, то могу сделать какую-то свою реакцию на Pisces. А сегодня у нас Vortex, июнь 2021 год. Будем смотреть и послушаем, что нам принесет этот релиз. Я думаю, можно начинать. Поехали, let's go, guys. 3, 2, 1. Поехали. Like a lunatic, frantic. The man in the room looks so dramatic with a tattoo on his right foot. The spiral traffic feels too dramatic. Too dramatic. Quiet. The man is walking around. Where's the way out he never found? And inside, there's a boiling wind. It's rolling around.
Окей, here we go, here we go. Итак, вот это гроул, да? Гроул часть. Я все же думал, когда она начнет эту свою... То есть и всегда, когда смотришь на Таню, да, нашу с Украины, моя соотечественница, грубо говоря. То есть всегда, когда на нее смотришь, когда она начинает гроулить, ну, ты типа думаешь, ё-моё, так она такое впечатление, что она вообще не напрягается. Ты думаешь, блин, разве так может быть? Разве так может быть, чтобы она вообще не напрягалась? Такого не может быть. Ты смотришь, например, я же говорю, сколько можно сравнивать ее, допустим, с Алисой, да? Ну, Алиса, видно, что она напрягается. У нее на лице выражение, как бы такое, что она, как бы, силой это больше берет. Вот, особенно смотришь на Таню, она просто так, ну, типа, как будто это вот такое. Ты думаешь, ну ё-моё, разве так бывает? Ну, значит, такой талант. И вот эта первая вступительная часть, когда она больше классическим стилем пела, да, там, академическим, классическим, там, каким угодно. Я как бы в этих всех определениях точных не ну, как бы не специалист, но то, что, опять же, это подчеркивает всю разносторонность именно вокалистов именно вот этого рок-жанра. Они могут петь как угодно, то есть скримить, гроулить, там, классика, там, кто-то поет вообще в каких-то, в 4, в 5 стилях, то есть какие-то там больше исполнители других жанров, я не думаю, что так могут сделать, потому что эту штуку петь намного сложнее, чем обычный какой-то поп. А здесь как бы есть один стиль, здесь знакомый всем стиль. И вот сейчас она, ну, перешла как бы все за что как бы от нее в восторге от ее гроула просто фантастически запредельного какого-то, да. Но и чистый вокал у нее, clean vocals у нее очень-очень крутые на самом деле. Настолько крутые, что типа, ну, мы все помним, что все слышали Pisces, все там слышали ее clean vocals, это тоже настолько круто. Я же говорю, на разнообразие, вот только можно остальным, мне кажется, из других жанров музыкальных, не в плане имею в виду рока, а каких-то других, именно завидовать, что такое разнообразие, разносторонность есть. Это очень круто. Поехали. Не затягивать. Характерные трещины после гроула на потолке. Слоумо. Like a feather, I travel down. This part of the skies. One more look through a beam. Where stars rise. Like a feather, I... Говорю, и всегда у меня нравится вот в таких этих, я же говорю, когда-то может мое желание исполниться, как я еще слышу такую тему от Алисы. Мне очень нравится, когда миксуется. Прям, я не знаю, может кто-то, кому это не нравится. Чистый грол это реально круто в ее исполнении. Это понятно, что запредельно круто, но мне вот больше нравится, так, ну, чуть-чуть, не сказал, что там прямо что это вот чуть-чуть больше нравится, когда миксуется, да, с clean vocals с гроулом, или, допустим, скрим там с clean vocals с гроулом, то есть идет микс, это и это очень, кстати, сложнее дается, то есть, как мне кажется, я ж говорю, сам, понятно, что не музыкант, просто как обычный фанат-работяга, уже в 10-м видео свое повторяю, что намного, мне кажется, ну не намного, но чуть-чуть проще. Чуть-чуть проще, допустим, всю песню гроулом исполнить. Да, это может быть в каком-то плане, типа,
на связки больше, скорее всего, нагрузка, но тебе не нужны вот эти переходы, как бы, типа, между чистыми и туда, обратно, еще потом, или как-то еще потом заскримит. Она еще скримит, хорошо умеет, то есть это, мы опять же, все берем, допустим, Spices, да, то есть там есть clean vocals, есть scream, есть growl, то есть там это... а у нее это вот так вот все раз, вот так вот, щелк пальцем, ну это так кажется, это так зрительно кажется, поэтому за счет этого и группа очень сильно набирает популярность и становится одной из ведущих в Европе, по крайней мере, за последние года 3 так точно. Очень сильно прибавили, конечно, ребята. Ну, просто низкий поклон, респект, что в Украине есть такие, или на Украине, как правильно, что есть такие коллективы. Вот очень прям настолько круто. Поехали дальше. Travel down, falling deeper than it Ну да, Vortex это ж черная дыра, в принципе. Кто как переводит. В конце немножко от Resident Evil такого, как будто в черную дыру залетело все, что только могло быть, и образовалось вот такой вот чудик. Ну, прикольно сделано, чё. Классно, классно, ничего не скажешь. Как по мне, если брать, допустим, 10-бальную, да, 9 из 10 спокойно даю. То есть, если мы уже так начинаем, там, на чистоту, там, какие-то оценки, ну, 9 из 10 минимум. Может, 9,5 из 10. Ну, тут можно где-то спорить, где полбалла, где откинуть, где забрать, где добавить. То есть, такое. В принципе, повторю еще раз на английском. Guys, my rate about this song, like 9 out of 10. Like straight. 9 out of 10. Ни больше, ни меньше. То есть, говорю, можно спорить за 9,5. 10, скорее всего, нет. Но, как говорится, вот такая вот реакция, чтобы не затягивать, в принципе. Почти все сказал уже во время песни, во время пауз. Ну, очень клево. Я же говорю, настолько круто, что вот именно, особенно СНГ группы, там побольше вот таких вот, да. Им как бы надо прорываться. И поэтому, не знаю, типа, намного круче, когда вот именно в этом жанре, да, народ прорывается. Потому что в других жанрах, ну, вот группы с СНГ, опять же, им тяжело пробиться как на какую-то мировую европейскую известность. Ну, типа, Евровидение это все, типа, ну, кому оно интересует сейчас вообще, то есть... А вот это именно уровень, это именно европейский мировой уровень. То есть, когда ты типа... И ребята это заслужили огромным трудом. То есть, сколько про нее документалок там уже смотрели, может, какие-то ну, людей. То есть, все знают, что вот именно эти ребята, они просто чуть ли не 24/7 работали, чтобы добиться именно такого результата. И, типа, низкие за это поклоны. То есть, молодым коллективам, как по мне, нужно брать с них пример. Очень сильно. Именно с СНГ. Вот если хотят добиться чего-то именно прям
как по мне, стоит с них прям брать пример. Они хороший пример. В принципе, такая вот реакция. Подписывайтесь на Twitch, на Instagram, на YouTube. Как обычно. Сейчас пока чемпионат Европы особо так стримим и снимаем видео в таком в чиловом формате больше так. Потому что 3-3 футбола в день, особенно, ну, охота посмотреть. То есть такое, сейчас пока у нас в таком больше расслабляющем варианте все. Ну, продолжаем снимать видео какие-то, да, то есть иногда выкладываю, что там по Резиденту выкладываю, так. Кому интересно именно контент с Резидента, то гляньте, там жуткая деревня прохождения была, там такие ключевые моменты я выкладываю, которые могут типа пригодиться именно на самой максимальной сложности. Ну и, в принципе, еще планирую, скорее всего, записать вот сегодня-завтра, скорее всего, завтра реакцию, классическую еще одну реакцию дать, типа, скорее всего, это будет Юрахип, и одна из моих любимейших групп, которая повлияла, как, ну, на мой, типа, не то что именно влюбила в рок-музыку именно сначала классическую, потом и другие жанры. Именно для меня это она очень большое влияние оказала. То есть, скорее всего, это будет Eurohip Sympathy, потому что, ну, настолько крутая песня, что, ну, мне хотелось бы поделиться с ней. Так что, stay tuned, как говорится, до следующего раза. Я думаю, он наступит скоро. С вами был это Неок. Всем пока. Еще раз говорю, подписывайтесь, лайки, дизлайки. Кому нравится, что, кому не нравится. Комментарии, кому тоже что-то понравилось, пишите, реагируйте. До следующего раза. Всем пока. Это Неок был с вами.